Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и сегодня разработчики немного подробнее рассказали нам об уникальных скинах, приуроченных к турниру PGI в Берлине, которые, я думаю, будут одни из самых дорогих скинов, существующих в игре. Но перед началом немного рекламы. А спонсором сегодняшнего ролика является букмекерская контора OneWin. Здесь вы можете не только сделать ставки на интересные спортивные события, но и попытать свою удачу в мини-играх, к примеру, кейсы. Играть здесь можно с любым бюджетом, начиная от 10 рублей и заканчивая 10 тысячами. Самое крутое, что букмекерская компания не берет себе никакую комиссию. Все призовые выплаты в кейсах делятся между участниками игры, поэтому шанс выигрыша здесь почти 95%. Если вы все же больше любите классические ставки, то OneWin приятно порадует вас высокими коэффициентами, широчайшим выбором ставок, круглосуточной техподдержкой и огромным выбором дисциплин, от обычного спорта до соревнований по доте или Counter-Strike. OneWin – надежный букмекер. А начнем мы, конечно же, с турнира PUBG Global Invitational, а именно с информации о закрытых квалификациях, которые завершились вчера в столице Беларуси, городе Минск. Честно, никогда не думал, что буду активно следить за киберспортом, почему-то раньше это направление меня никак не привлекало. Но этот турнир прям очень меня зацепил, может это, конечно, связано с моей любовью к самой игре или с тем, что все участники представляли СНГ комьюнити. И так или иначе, многих из них я видел на стримах или в каких-то видео. В общем, не знаю, как вы, мои зрители, относитесь к киберспорту, если не сложно, напишите об этом в комментариях. Кто смотрел игры, можем даже пообсуждать какие-то моменты. И, конечно, очень хочется узнать, интересны ли вам новости этой индустрии. А сейчас я от всей души хочу поздравить финалистов закрытой квалификации турнира, команды Na'Vi и Avangard. С самого первого дня они заняли первые две строчки турнирной таблицы и за весь турнир ни разу не опустились ниже этих позиций. Все 4 дня шли нос в нос, периодически меняясь местами друг с другом. Смотреть на профессиональную игру было реально очень приятно, и я считаю, обе эти команды заслуженно поедут представлять наш регион в Берлин на финальную часть PUBG Global Invitational, где поборются за $2 миллиона с командами со всего мира. Ждать этой части турнира остается ровно месяц, пройдет она с 25 по 29 июля в Берлине. Продажа билетов, как вы знаете из моих прошлых видео, уже началась. Желаем нашим удачи, будем за них болеть, и я уверен, у них все получится. Теперь давайте о классном сете, который разработчики будут дарить зрителям турнира, купившим билеты в Берлин. Получить эти классные шмотки можно только присутствуя на турнире оффлайн. Выдаваться они будут в виде специальных кодов по одной шмотке в день, которые можно активировать в игре. Если вы просто купите билет, но в Германию не полетите, вещи разработчики вам не дадут. Обычной продажи этого сета в игре тоже сказали не будет. Но вот что самое интересное, все вещи из этого сета, активированные на аккаунте, можно будет продать на торговой площадке спустя месяц после окончания турнира, то есть примерно 29 августа. И давайте только попробуем представить, сколько может стоить каждая из этих вещей. Ну, во-первых, количество сетов. Предположим, что все билеты будут распроданы. Вместимость арены, где будет проходить турнир, 17 тысяч человек. То есть, по логике, это максимальное количество сетов, которые может быть в игре. Ну ладно, допустим, еще 1000 подарят организаторам, разыграют среди прохожих или разработчики себе закрысят, неважно. Вот 18 тысяч сетов, что все-таки сильное ограничение с учетом, что в игру играет несколько миллионов человек. Обычный билет на один день, за который можно получить одну вещь, стоит $29. Как по мне, меньше этой цены продавать шмотки точно не будут, и это только жители Берлина, которым не надо тратить деньги на дорогу. Если же лететь за шмотками из Москвы, то можно еще прибавить цену на перелет. На сегодняшний день цена туда и обратно составит по минимуму 1010-12, что приблизительно еще $200. Ну, эту стоимость можно поделить на все шмотки, так как каждый день летать туда и обратно нам не надо. И плюс еще прибавить стоимость проживания. В одной из самых дешевых гостиниц поблизости с этой ареной это еще примерно 20 тысяч рублей за все дни турнира и соответственно за 4 шмотки. В итоге получим стоимость одной вещи примерно $163, что примерно 9500 рублей на наши деньги. И как по мне, это вполне возможная цена, ведь как вы знаете, всякие банданы, плащи и юбки в PUBG стоят еще дороже. Поэтому я очень сомневаюсь, что такие эксклюзивные турнирные шмотки, тем более в ограниченном количестве, будут дешевле тех, что можно выбить в игре.
Если это реально будет так, то данные шмотки полностью окупят чью-то поездку на PGI, но это мы узнаем только в конце лета. А на сегодня это все, всем спасибо за просмотр, желаю каждому досмотревшему до этого момента большой удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик и услышимся в следующем видео. Пока-пока!